Всем привет! Задумываю тут стеллаж. Весь процесс снимать не получается, места нет. Собственно, для этого стеллаж и задуман, чтобы значительно оптимизировать хранение всяческой оснастки, которой у меня уже накопилось немало. Что-то куплено, что-то наоборот сделано. Поэтому решил озадачиться стеллажом. Уголок — это, можно сказать, чермет. Демонтированные оконные рамы. Тот, что больше — с лоджии, тот, что поменьше, с обычного советского квартирного балкона. Огромное количество времени, конечно, тратится на то, чтобы довести его до такого состояния, ободрать всю краску, которая на нем есть. Работа очень пыльная, грязная, долгая и не особо интересная. Поэтому не стал заморачиваться со съемкой. На текущий момент у меня есть вот это. То есть фактически завершенный стеллаж. Остается лишь сделать ножки и доработать вот эту верхнюю часть. Здесь планируется крышка. Стеллаж не совсем универсальный. Делал я его конкретно под свою оснастку, по своим мыслям. А мысли мои были направлены в сторону удобства, в первую очередь, использования и хранения определенного вида оснастки. Но об этом чуть позже. Некоторые уголки были примерно вот в таком же состоянии. Я специально не стал обрабатывать все болты, чтобы показать. То есть вот из таких болтов, из таких метизов, ну это, конечно, уже конкретный чермет, мне нужны просто ножки. И из них я буду их делать. На головке планирую приварить какие-нибудь пятачки. Может быть лист, может быть нарежу из кругляка. А гайки будут приварены к самому стеллажу. Резьба здесь М16, чтобы уж не мелочиться. Даже нашелся случайно, можно сказать, тот же самый чермет. Этот метчик мы уже давным-давно использовали как керн. А потом обнаружили, что он, в принципе, пригоден вот как раз для таких работ. Именно им я прохожу резьбу гаек. После прохода выясняется, что это еще сможет поработать. По крайней мере в статике. Долго думал, чем чистить, пока не вспомнил, что есть вот такой диск для УШМ. Ну, я думаю, он всем знаком. Я как-то не особо им пользовался ввиду опасности и отсутствия болгарки с регулятором оборотов. Такие штуки очень удобно обрабатывать пакетом по несколько сразу. Стеллаж состоит из 3 основных полок, 2 вспомогательных. Они полностью не приварены, только прихвачены, так как я не могу сейчас достоверно сказать, в каком месте они мне нужны. Возможно, что я буду их просто отрывать и уже прикреплять в другом месте, присверливая. Также есть еще 3 вспомогательная. Она располагается на самом верху, вот здесь, и будет поддерживать крышку. Гайка, как видно, полностью приварена. Ну и болт шляпкой упирается в саму ножку. Также для увеличения жесткости на задней стенке есть пара косынок. Это лист стали где-то 3 мм толщиной.
Но вот как бы мне того не хотелось, мне все же пришлось закрывать стороны стеллажа, так как находится он, точнее будет находиться в очень пыльном помещении. Избавиться от этой пыли пока не удается. Поэтому нарезал бэушный цинкованный лист толщиной где-то 0,5 мм и пока закрыл 3 стенки. Четвертую пока планирую занавешивать, ну то есть лицевую. Потом, возможно, выделю время и сделаю уже дверку или 2 дверки. Ну а пока что можем наблюдать вот такую систему. Без каких-либо лишних заморочек. И так потрачено очень много времени. Поэтому просто накрыл листами. И, пожалуй, оставлю так. Не буду даже красить. Осталось лишь выставить его по уровню. В том числе с помощью вот такой штуки. Вот здесь можно хорошо разглядеть качество листа, который мне достался. Изжеванный он знатно. Но, как говорится, что имеем. Внешний вид стеллажа эта штука, конечно же, ни капли не улучшит. Так же, как, в общем-то, функционал. В стеллаж можно будет заглядывать только через лицевую сторону. Но зато получаем большой плюс в виду всегда чистого инструмента. Ну, при условии, конечно, что его туда положат в таком состоянии. К моему большому удивлению, попал на глаз. Причем сразу в 2 плоскостях. Ну, то есть не совсем в ноль. Как видите, небольшое отклонение есть. Но этот стеллаж рассчитан под большой вес. Поэтому я сейчас оставлю это так. Загружу его. Он у меня сколько-то времени постоит. Ну а потом уже будет иметь смысл подстраивать уже более точно. То есть нужно, чтобы он устоялся, продавил поверхность, на которой он стоит. Полки выровнялись. Дерево все равно имеет искажения. Да и чего греха таить. Мои металлические основания тоже не идеальны. Особенно учитывая, что эти уголки тоже были взяты БУ. Они были в том числе и варены. То есть они довольно сильно искорежены. Полки изготовлены в буквальном смысле из того, что было. А были всяческие столешницы, спинки от кроватей и так далее и тому подобное от старой мебели. Все это напилено ручной дисковой пилой. Ну и сейчас будет уложено на место. Кадром сделал вот такие домкратики, ну, наполовину за кадром. Нижняя часть это металл, а сверху пластиковый колпачок. Торец колпачка имеет не плоскую форму. Визуально заметить будет трудно. Вот здесь плавная вершинка. А почему? Потому что эти домкратики будут служить подставкой вот для этого. Я думаю, знатоки сразу же узнают гранитную поверхностную плиту. Куплена она довольно давно. С тех пор хранилась в родной упаковке. Вот такая фанерная коробка. Сам стеллаж изначально задумывался под подставку для этой штуки. Плита стандартная, изготовлена в Китае. Вот ее сертификат. Класс 2.0. Вот указывается погрешность и матрица измерений. Ее несомненным плюсом является ее стоимость относительно металлических плит, точность которых намного ниже, а вес больше. Ну и плюс их
как правило, очень трудно найти в новом состоянии. Стоимость там будет намного выше. Эта плита умеренно тяжелая, то есть ее еще можно перемещать двумя руками, ложить на какие-то поверхности, то есть прикладывать к этим поверхностям для шабрения. Ну и также можно использовать как стационарную. Вес у нее, насколько помню, в районе 24 килограмм, но могу ошибиться. Ну, размер указан в сертификате 400 на 250 на 70 миллиметров. То есть в принципе она очень даже компактная, удобная. Большей мне пока что и не нужно. Поверхность именно поверхностная, только одна верхняя. Снизу обработка вообще практически отсутствует. Ну, видимо, на черновую ободрано и все. Довольно значительный минус при ее переноске, использовании в качестве мобильной плиты, то, что у нее отсутствуют и сами ручки, и крепежи под них. Перемещать ее будет очень неудобно и как бы все равно не очень желательно. Поэтому в моем случае я собираюсь ее закрепить на ножке. Это те самые домкратики. Поверхность, прилегающая к плите, будет являться капролоновой, не плоской. Вот видите, она немножко шатается, играет. Соответственно, при использовании вот такого вспененного двухстороннего скотча плоскость без проблем выровняется под той поверхности, на которой будет размещена плита. Ну, осталось только заворонить домкратики, защитить их от коррозии, и можно приклеивать на место. Вот такими нехитрыми манипуляциями, благодаря установке на 3 точки, у меня ушло буквально 2 минуты на выставление плиты. Выставился по такому простейшему прибору. Как видите, буквально немножко сдвигаешь, показания меняются. Ну, во-первых, опоры до сих пор стоят на скотче. Во-вторых, деревянное основание полка, на которой сейчас стоит плита, тоже должно привыкнуть к установке, к этому весу. Вообще собирался ставить плиту вдоль полки, но на всякий случай сделал ширину под установку и поперек. Но в данный момент решил все-таки попробовать поставить поперек. Пока единственный минус при такой установке это то, что часть плиты сзади прикрывается уголком. Для чего вообще нужен вот этот уголок? Ну, потому что, как известно, любая горизонтальная поверхность, находящаяся в гараже, ну или даже дома, рано или поздно может послужить полкой для чего-либо. Так вот, чтобы сюда в принципе нельзя было ничего положить, так сказать, защита от дурака, я решил сделать еще одну полку поверх. Здесь есть зазор 10 мм, и при этом ничего положить на плиту не удастся. Ну, в то же время стеллаж можно будет использовать в качестве столика при необходимости. Можно, конечно, эту штуку закрепить на шарнирах, но тогда нужно будет сделать какой-то страховочный механизм, чтобы она сама не падала, и рано или поздно она все равно упадет. Ну а вдруг в этот момент здесь будет находиться что-то высокоточное или ценное. Поэтому эта крышка будет просто вот с такими ручками, и при необходимости ее можно будет снять и пользоваться поверхностной плитой, находящейся на этой полке. Вот такого уровня захламления стеллажа удалось достичь. Надеюсь, что значительного превышения этого уровня уже не будет. Самыми основными тут являются лишь пара полок силовых. Самая нижняя для фрезерной токарной оснастки, которая редко пригождается, а средняя для фрезерной токарной оснастки, которая в использовании часто. То есть тиски, токарный патрон, и справа токарный патрон это от поворотного стола. То есть это место вообще занимает поворотный стол. Находится эта полка на таком уровне, что не нужно значительно опускать или поднимать оснастку тяжелую. Но вот такое решение
насущных задач я применил. Делитесь своими решениями. О хранении инструментов в гараже всегда интересно поузнавать, что-то новое для себя открыть. Ну а в данный момент мне уже просто нужно было что-то решить с основной оснасткой, и решил я сделать вот такой стеллаж. Лицевая сторона пока будет просто прикрываться тканью. Будут ли здесь дверки, еще не знаю. Но если и будут, то в будущем. Основная проблема, в общем-то, решена. Оснастка находится на месте. Ну а вам спасибо за просмотр. До свидания.